То есть здесь на самом деле собралась, так сказать, вся, ну, можно сказать, черная элита, понимаете, вот, на Земле. И поэтому разговор стоял очень серьезный вообще о существовании Земли. Но Мать Мира сказала, что нет, пусть каждый ответит за то, что сделал. Ну и сами понимаете, что это процесс долгий, нужно все узнать, нужно, так сказать, всех поставить на место, нужно все организовать и нужно все сделать. Вот, поэтому переход длится уже вот даже больше 22 лет. Вот. И я, собственно, начал замечать изменения где-то примерно, наверное, в 5-м году. Вот, это было так интересно устроено, значит, православная церковь, а там ту энергию, которую миряне приносят, да, вот когда они молятся, да, они думают, что она уходит вверх, вот, а она никуда вверх не уходит. Если вы обратили внимание, все кресты на церквах, они все стоят параллельно, вот так вот, понимаете? Нет, чтобы один был так, а другой так. Вот если их так поставить, то действительно энергия уйдет вверх. А вот когда они все стоят параллельно, то она никуда не уходит, она остается здесь, в Австралии. Вот. И были специальные контейнеры, где эта энергия хранилась. Вот. И эти контейнеры были уничтожены. Ну, их по-разному. Кто-то их видел как бегемотов, кто-то видел как аэростаты, понимаете, такие вот огромные были цистерны. Вот я начал наблюдать вот примерно... Вы говорите, вот кресты, они специально для того, чтобы сохраняли эту энергию. Чтобы энергия не уходила, да, из астралов. Да, но это хорошо, что она остается, или наоборот? Ну, смотря для кого. Для церкви хорошо. А для мира? А для мира? Понимаете, люди, когда направляют свою энергию, они обязательно указывают адрес. Так вот, Господь, это адрес, ну, скажем так, того козла, который здесь управлял. Вот. И когда люди обращаются к Творцу, обращаются вот так, то Творец ничего не получает. Получают те, кто здесь властвует. А что надо сделать для того, чтобы твоя молитва дошла до адресата? Направлять ее Отцу надо. Отцу. Ну, вы же, наверное, знаете, что Отец вас не бросил, Он вас создал и продолжает с вами все время, как говорится, возиться, да? То есть Он вас и ведет, к чему-то приводит, отчет отводит, экзамены устраивает, уроки устраивает, людей нужных подводит. Вот, это же все Его заботы. Мы фактически живем в обучающем социуме. Мы друг другу помогаем, приносим различную информацию, негативную, позитивную. Вот это позволяет нам увидеть себя с разных сторон, вот, для того, чтобы развиваться, очищаться, совершенствоваться. Вот. Но не все это понимают, к сожалению. Вот. Вы говорили о том, что вот этот переход начался еще в конце того века, получается, и вы его наблюдаете какое-то время. И была какая-то точка невозврата, вот в чем она заключалась? Ну, давайте мы скажем так, что где-то на границе 12 и 13 годов произошли такие важные изменения. Изменились физические характеристики протона, изменилось звездное небо. То есть та астрология, которая была раньше, вот что касается зодиакальной части, она, видимо, осталась старой. А что касается звездной астрологии, она уже должна быть совершенно новой. То есть мы попали в другой мир, как бы мы попали из одной вселенной, попали в другую. Вот все эти вещи, они замечаются учеными, и фактически что такое изменение параметров протона? Это значит, всю химию надо пересматривать. То есть вся наука, она теперь столкнулась с тем, что основы все поплыли, и нужно все нужно начинать заново. Земля раньше, она представляла собой чистилище, если можно так сказать, по функции. То есть существовал определенный реактор, вот, и те, которые прибывали на Землю, они прибывали сюда для того, чтобы очиститься.
вот от империла. Империл – это вот, собственно, энергия, энергия грязи, если можно сказать, которая остается после нашего обучения. По мере того, как Земля была оккупирована, этот реактор был уничтожен, он не работает больше. И поэтому вся та грязь, которую мы с собой приносим, она вся, можно сказать, покрывает планету и мешает, на самом деле, нормально жить. Дело в том, что те, кто властвует на Земле, они питаются так называемым гавахом, то есть им нужно питание в виде крови, в виде отрицательных черт характера, потому что именно этими энергиями вот эта вот публика, эти паразиты и питаются. Поэтому они всячески будут культивировать и насаждать культуру проявления именно отрицательных черт характера. Вы имеете в виду под переходом в новый мир, вообще что это такое? Ну, не то, что я имею в виду. Ну, вы имеете в виду, то, что будет, то, что происходит сейчас. Я имею в виду, да. Дело в том, что вот, собственно, те, кто управляет Землей сейчас, их вообще живой мир не интересует. Они готовы его вообще уничтожить. Ну, во всяком случае, в социальной сфере. Вот, поэтому даже уже зашли разговоры о том, что на Земле останутся только одни роботы. Вот, и уже роботы с трибуны уже заявили о том, что их задача уничтожить человечество живое. Вот это вот то, что предполагают те, кто продолжает пока что управлять. Ну, потому что новый мир-то он еще слабенький. Вот, он уже зарождается, но ему еще рано передавать власть, потому что власть старого мира гораздо сильнее. И, как вы понимаете, они не хотят отдавать эту власть, и они будут бороться, и поэтому вряд ли нам удастся избежать крови. И, как видите, вот уже, собственно говоря, в течение года уже все это теперь началось. Но дело в том, что, как говорится, мы приговорены к победе, потому что вся Вселенная меняется. Раз это все происходит, значит, действительно все идет к совершенно новым, ну, скажем, даже так, к новым основам, что ли, да, на которых будет построено общество. Собственно говоря, все это на Земле уже было, поэтому, говоря о том, как должен выглядеть новый мир, мы можем воспользоваться тем, что уже было раньше на Земле. Раньше на Земле существовала община, как ну, основной метод создания, ну, скажем так, социумов, да, то есть как устроен социум, нормальное божественное устройство социума, это существуют отдельные анклавы, общины отдельные, которые все, они могут находиться на разном уровне гармонии или на разном уровне самоорганизации живой материи. Вот. И все люди в общине, они все одинаковые с точки зрения духовной оценки. То есть действительно каждый человек может поручиться за любого другого члена общины. Это то, как будет выглядеть новый мир? Да. Ну, через какой период к этому? Я думаю, что через 10 лет это уже будет. Есть понимание о том, сколько вообще людей перейдут в новый мир, сколько должны туда попасть? Тут есть разные оценки, понимаете. Вседержитель, который управляет переходом, он заботится о том, чтобы как можно больше количество людей проснулось. Вот. Но оказывается, что проснуться мало, нужно еще быть, так сказать, иметь определенную кондицию, вот, то есть иметь определенные свойства. Скажем, ну, демонов не будет. В новом мире ясно, что это так, да? Вот, но, то есть мир очистится от людей с отрицательными чертами характера? Да, а если люди имеют отрицательные черты, это же демонические черты, значит, их тоже не будет. Поэтому существуют разные оценки. Самая такая жесткая оценка – это 4% останется. От 8 миллиардов? Да 8 миллиардов нет, гораздо меньше. Понимаете, есть косвенные оценки количества, да, живущих на Земле. Это потребление, скажем, потребление пищи, да, вот. И вот косвенные оценки, они показывают, что, ну, нету 8 миллиардов. Ну, хорошо, допустим, 7 или 6. Ну, вот, и даже если из 6 миллиардов 4%, это совсем мизер. Это очень мало. Конечно. А как эти люди... А максимальная оценка – это 30%.
Так, 30% меня больше устраивает. Но это в том случае, если больше людей придут на определенный уровень сознания, начнут работать над своими чертами характера и так далее. Но это какая-то утопия, мне кажется. Тогда 4. Не, ну а вот вы, так как все-таки общаетесь с огромным количеством людей, к вам приходят какие-то разные студенты, просто люди на семинары или на встречи, Сейчас на стали сессии. приходить люди, которые, по крайней мере, начали работать. Вот я хотела спросить, поменялось ли что-то за Конечно, годы вашей конечно, работы? То есть конечно, больше людей просыпается, как говорится, и больше людей конечно, начали над этим конечно. работать. Вот когда это начало происходить? Ну, я думаю, задумываться? где-то с 2014 года, примерно, с 13-14 года. То есть последние 10 лет примерно. Да. Понимаете, все меняется. Все меняется. Меняется. Причем меняется очень жестко. И вот это вот жесткие изменения, они позволяют людям как-то сообразить, что становится все хуже и хуже. Ну, смотрите, если мы живем в мире, который умирает, значит, с каждым днем будет все хуже и хуже. Чего еще ждать-то? Ждать, что все-таки в какой-то момент все поймут, что нужно что-то менять. Да нет, там немножко по-другому. Да? Смотрите, значит, как, собственно говоря, происходит переход. Что делает Вседержитель? Он из старого мира энергию изымает, а в новый мир, наоборот, ее дает. Что это значит? Это значит, что люди, которые живут по правилам старого мира, они чувствуют, что у них энергии становится все меньше. А те, которые наоборот, у них наоборот энергия прибывает. Дело в том, что 80% людей живут по животным программам, они не люди. Они заботятся только о своем кармане. Больше ни о чем. Живут ради денег. Человек же приходит в этот мир с какими-то чертами характера, то есть с каким-то набором. То есть, условно, если он жадный, то он рождается жадным, он же не может стать жадным. Он не жадный, он просто животное. Ага. У него программа такая, понимаете? Какая программа? Все для себя? Доминировать, да? Вот. И все. Там секс, там еда, всегда вот. Но только для себя. Вот. А смысл тогда того, что его душа в этот мир приходит, как душа, которая он живет на по уровне... правилам старого мира, вот и все. Понимаете? Он живет по правилам старого мира, по животным программам. Но специально людей опустили до уровня животных, чтобы было легко ими управлять. То есть, когда мы рассуждаем о том, собственно говоря, как будет выглядеть мир, мы должны понимать, что вот, как я сказал, да, как человек живет, как он себе представляет, он дальше сможет так жить или нет. То есть, если он заботится только о себе и не заботится о других, то он первый, кто будет отсюда, как говорится, удален. Понимаете? Потому что вот эти вот характеристики, скажем так, поведения человека, да, они как раз и определяются набором черт характера. И получается так, что определенный набор черт характера, он определяет определенный образ жизни. И вот тот образ жизни, который человек ведет, скажем, праздный, да, фактически, да, вот, у него просто автоматически эти люди исчезнут. А как это будет происходить? То есть вот этот вот каскад каких-то эпидемий, какие-то войны... Да, ну это, в общем-то, уже давно было показано. Еще в 90-х годах нам показывали. Вот, например, на одном заводе там сразу в один день умерло 38 человек по неизвестной причине. Никаких не было, ни травм, ни отравлений, ничего. Просто люди умерли, и все. То есть это означает, что вот просто они как-то жили... Но есть масса способов. Ну, человек может просто исчезнуть. Но если вы понимаете, что этот мир является симуляцией компьютерной, это вы понимаете, то исчезновение человека, оно элементарно. А такой переход уже когда-то понажали был? И пропал человек. А такой переход уже когда-то происходил? То есть вот от старого к новому миру? Или это впервые такой вот переход? Да вот в том все дело, что впервые, поэтому нет опыта такого. Вот. Я должен сказать, что даже во время Первой мировой войны, вот, например, был такой случай. Дело в Турции был английский полк, он не полностью укомплектованный, но тем не менее полк. Вот. Они шли в горах, вот, они вошли в такое зеленоватое облако, и больше их никто не видел. Все, целый полк пропал.
Поэтому я говорю, исчезнуть с Земли это не проблема. Ну, то есть будут какие-то разные события происходить, которые просто будут... Ну, масса людей- всяких событий может происходить. Ну, и в том числе и то, что есть и сейчас. Вот эпидемия, это, собственно говоря, это затея не тех, кто устраивает переход, а это затея тех, кто хотел как раз построить мир по старым принципам. Поэтому и был расчет на то, что вообще погибнет гораздо больше людей. Но все получилось не так, как рассчитывали.